Всем привет! Новое видео, новая стройка. На этот раз КАМАЗ бортовой с большим прицепом. С прицепом-фургоном. На буксарте коробка выполнена в кооперативных камазовских цветах. Лицензионная модель. Поэтому все названия все на месте. При этом интересно, что за рулем, видимо, тут Кипелов. На это как бы намекает, понятно, изображение само. И секрет в виде номера. То есть 58 год рождения, и инициалы Валерий Александрович Кипелов, насколько я помню. Кто слушал или слушает группу Ария или сольное творчество Кипелова, можете поставить лайк. Тут КАМАЗ выполнен в таком дальнобойном варианте, как будто он такой работает на трассе, на фуре. Но я буду делать военную версию этого грузовика, тем более действительно такие прототипы и служили в армии, то есть они будут в зеленом цвете с таким серо-зеленым тентом. Так что будет и смотреться интересно. Тем более на зеленом цвете очень интересно делать цветовую модуляцию, так высветлять, делать объемные такие детали. Так что будет интересно. Да, модель, кстати, раритетная, ее тоже уже не найти. Даже, наверное, на Авито будет тяжеловато найти. И она у меня тоже лежит где-то лет 5. И, собственно, ведение блога, видео как раз способствует наиболее быстрому собиранию моделей, выкладыванию видео. Так что подписывайтесь, оценивайте мое творчество, это меня вдохновляет на новые видео. На обратной стороне другие КАМАЗы, которые тоже, к сожалению, уже не найти. Я надеюсь, что рано или поздно АВД их перевыпустит в новых коробках, с новыми инструкциями, с инструкциями по окраске. Так что тут тоже есть тентованные версии, муковозка очень интересная модель, ну и цистерна. Цистерну прямо сейчас сразу, по-моему, тогда расхватали, я даже не успел заказать. Так, что у нас внутри? Внутри нас ожидает инструкция, при этом инструкция, причем инструкция приличная. Помните, я ругался на старой инструкции, где было ничего не понятно. Тут все прям под шаги, крупные узлы сборки. Но единственное, опять же, нету схем окраски у этих наборов. Непонятно, как дробить модель на окрасочные этапы. То есть для новичка это может ввести какой-то ступор. То есть если читать эту инструкцию вот так вот, от корки до корки, такое ощущение, что надо вначале все собрать, а потом все покрасить. Однако я поступлю как на этом рисунке, то есть у меня будет отдельная рама. Собственно, я ее закадом собрал, то есть вот так вот она выглядит. Обратите внимание, что тут колесо решил уйти в свободный полет. Тут поворотный мост уже идет из коробки, то есть вот так вот колесо может поворачиваться. У меня выпал штырь. Вот, надо его будет обратно вставить, который, собственно, давал поворачиваться. Колеса вращаются, даже передний поворотный мост, вот этот, который тоже колесо вращается. То есть и раму я крашу в черный цвет. Также я отдельно крашу деталь салона, то есть она будет черной, поскольку подкрылки эти черные, так что он тоже отдельно пойдет в окраску. И кабина. Кабина такая, как бы увеличенная, да, со спальным отсеком. При этом заметных стрёмных дефектов я тут не обнаружил. Чуть-чуть, всегда вот когда вот смотришь на вот кабины вот эти, всегда что-то хочется поправить. Единственное, что мне вот все время не нравится, это буквы КАМАЗ, которые выполнены вместе с облицовкой кабины, что их очень тяжело окрашивать вручную. Не знаю, как вам, но мне очень тяжело. То есть попасть точно в букву, особенно если ты заденешь облицовку, то надо как-то перекрашивать, докрашивать. В общем, это отдельный такой разговор. Да, с другой стороны, как технологически это сделать правильно, я не представляю. Только если прям их срезать, впиливать и, допустим, использовать 3D-декали, да, как, например, от Quinta Studio. Что-то я не понимаю, как это сделать лучше. Потому что приходится окрашивать вот так вот вручную кисточкой. Это процесс, для меня это сложный процесс. Кстати, и тут огни автопоезда актуальны, да, поскольку действительно автопоезд. То есть, и вообще кабины у них идут стандартные на все наборы от самосвалов до тягачей. И, соответственно, всегда вот эти вот штырьки автопоезда. Не знаю, насколько для самосвалов это корректно. Так, кстати, смотрите, еще лайфхак. У меня все время есть проблема с встановкой детали салона в кабину. Тем более, смотрите, она даже не окрашена, и она уже идет очень туго. То есть, когда будет еще краска еще вся слезает, пока будет вставляться. Я что делаю? Я после склейки вот эту деталь делаю отдельную деталь из карт дверей и торпеды. То есть я вот так вот под низ прям смело беру и обрезаю.
Раз. И два. Вот, у меня получается отдельная карта дверей. Я с торпедой вместе делал заодно. И, в принципе, их также можно и окрасить. Вместе. Вот так подровняю. Я заметил, что если делать вот так вот, то вот эта деталь спокойно входит, да, в кабину. И тут ее можно удобнее вот так вот подровнять. И все, видите, она входит с большим таким скрипом. Ну-ка, во. Видите, как натяга идет? Я, наверное, даже ее вот так вот тут и оставлю. Во. Вот. И потом уже вот эту деталь, салон, намного проще уже вставлять на свое место. Не знаю, как вот у новичков получается, не получается вот так сразу сообразить, но вот я только кабин запорол в свое время. Так что, если кому пригодился этот лайфхак, вот видите, и уже все, и кабина встала. Вот. Потом еще тут есть вот эти штырьки, вот внизу кабины, вот они, в которые очень тяжело попасть. И тоже есть лайфхак. Я их подпиливаю, подрезаю. То есть, так вот прям раз. И да, аккуратнее стреляется. Так что глаза подальше. О. И я прям чуть-чуть оставляю этих штырьков. Но кабина и так входит с натягом, поэтому это не страшно. Но будьте аккуратны. О. И тем более потом, когда вы будете надевать вот за вот эти проушины в вот эти части, все равно тут будет тоже сложности. Тут надо прям прикладывать силу. Вот. Ну и, собственно, сама бортовая платформа с тентом. Ну, тут особо ничего такого сверхъестественного нету интересного. Просто две детали. Я чуть-чуть их подзачистил, тент чуть подзачистил. При этом тент тут дан целиковой деталью, в отличие целиковой отливкой. И в отличие, допустим, от модели от звезды, не надо тент собирать из нескольких деталей. Потому что если собирать из нескольких деталей, то в любом случае у вас будет шов, который надо шпаклевать, потому что тент он же непрерывно вот так вот идет. Ну, зато у вас получается прям готовая деталь и без особых изъянов. Единственное, что вот тут иногда бывают такие литьевые швы, их достаточно просто зачистить надфилем. То самое касается и прицепа. То есть прицеп представляет точно такую же платформу с рамой. Причем обратите внимание, вот такой поворотный круг. Вот, если правильно приклеить, давайте, что-то отклеилось. Сейчас давайте починим. То у нас будет поворотный круг, прямо как у настоящего прицепа. То есть это заметно оживит модель на полке или на диораме, если будет делать диораму. То есть вот так вот. Такой вот механизм поворота. И все. В таком виде модель можно отправлять в окраску. Из интересного огромное количество покрышек. Ну, логично, потому что у самого грузовика их полно, у прицепа их полно. Ну, в принципе, более-менее качество. Естественно, есть шов посерединке, который надо зачистить. Но это уже ближе к той части, где буду работать непосредственно над деталями колес, где буду уже ставить их на раму. Я подробно покажу, как я пылю колеса, как их обрабатываю, как их вставляю. И с интересом можно вот этими, я не знаю, в принципе, прикольные рекламки. Ну, мне кажется, все-таки схема окраски пополезнее будет такой рекламки для моделиста. Ну, дана краткая историческая справка, общее сведения об автомобиле, ну и другие машины, которые есть в репертуаре АВД. Я теперь отправляю модель в окраску и будем смотреть, что у меня в итоге получится. Я вначале загрунтовал элементы прицепа и грузовика при помощи аэрозольных грунтов от фирмы Куда
При этом шасси и прицепа, и грузовика я загрунтовал черным грунтом и потом окрасил их в черный цвет из аэрографа при помощи красок Мачете оттенка шины черный. Причем шины черный, он такой хороший, он глянцево-матовый или полуматовый, можно сказать. Идеально подходит для окраски шасси грузовых автомобилей. Если брать черный цвет, который называется черный шасси, то он слишком глянцевый и мало подходит все-таки для таких рабочих грузовиков. Это все-таки такое больше для выставочных образцов. Дальше я в зеленый цвет оттенка 4BO, тоже от фирмы Machete, это спиртовые краски, окрашу бортовые платформы и прицепа, и грузовика. Тут я работаю без особых излишков, просто окрашиваю эти детали в нужные цвета. И потом на кабине я делаю чуть высветление. То есть я в базовую зеленую краску добавляю по капельке белого и желтого. И вот таким вот оттенком прохожусь по верху кабины и по выступающим частям. Например, прохожусь по дверям и по передней облицовке. Тент я окрашу в цвет, который называется тентовый зеленый, тоже от фирмы Machete. То есть он такой, получается, серо-зеленый, то, что нужно. То есть некрасиво, когда и тент, и бортовая платформа в один цвет. И благодаря этому оттенку у меня получилось добиться вот такого эффекта. Далее мне нужно поработать над покрышками. Нужно зачистить шов, который идет посередине этой детали. Если его не зачистить, то модель будет выглядеть довольно-таки игрушечной, что мне не очень хочется. Дальше я уже при помощи пигмента загрязню покрышки, загрязню протектор. Я хочу, чтобы модель у меня была такая повоевавшая, поездившая по фронтовым или полигонным дорогам. Все-таки это позднесоветский такой грузовик. И при помощи пигмента от фирмы MIG, который называется Dry Mud, то есть сухая глина, я забиваю пигмент в протектор и пальцами потом вытираю излишки. То, что в принципе мне и нужно. Ну и кое-где я подравниваю оттенок, чтобы было более-менее равномерно. При этом не обязательно пылить прям супер равномерно, достаточно так, чтобы было более-менее. И далее я эти покрышки надеваю и на прицеп, и на сам грузовик. При этом я спилил штыри, которые должны держать покрышки, чтобы не намачивать покрышки в горячей воде. Иначе, если я положу покрышки в воду, то, соответственно, весь пигмент просто смоется. По-хорошему его надо было бы закрепить ватспиритом, но это я сейчас только уже на монтаже что-то додумался до этого. Надо попробовать как-нибудь на следующей модели воспроизвести этот момент. Также я запылю раму, также я наношу сухой пигмент практически на всю раму. И потом при помощи White Spirit я буду загонять пигмент в углубление рамы. И заодно White Spirit он закрепит пигмент на раме, то есть она не будет так осыпаться, как если бы я делал бы это на сухую. При этом обращу внимание, что все-таки у меня эта деталь получилась матовой. И в принципе на ней по умолчанию пигмент держится неплохо. Но опять же пальцем его можно стереть. И чтобы такого не случалось в процессе хранения модели на полке, я все-таки закреплю White Spirit этот пигмент. И при этом будут очень интересные такие разводы на раме, прям как настоящие. То есть как вода бы вот так вытирала. Потому что же машина, она ездит не только по полю, там на полях, в лесах бывают и лужи тоже смачивают грязь. Получается такой интересный рисунок, который вот так вот из аэрографа довольно-таки тяжело воспроизвести. И при помощи такого нехитрого метода у меня получается довольно-таки точно воспроизвести рисунок грязи. За кадром я покрасил элементы экстерьера на кабине. Это огни автопоезда, и в этом случае они актуальны, потому что он все-таки с прицепом будет действительно автопоезд. Прокрасил изнутри кабину и окрасил фары при помощи маркера от фирмы Machete. Вот такой вот маркер. Есть аналогичная продукция от фирмы Молотов и от других, в принципе, китайских производителей. В принципе, этот маркер можно купить где угодно, даже на модельной лавке. Я частенько заказываю там, собственно, наборы по предзаказу от ИВД, чтобы не упустить новинки. И потом не искать у перекупщиков. С хлорама после нанесения пигментов. Вот так она выглядит. В принципе, результат очень крутой, да. То есть, прям вот выглядит, как будто рама действительно внедорожного автомобиля. Ну, конечно, не совсем внедорожный автомобиль, да. Но у меня задумка такая, что он ездит, может быть, где-то по военным полигонам, по фронтовым дорогам. И точно так же у меня получилась рама прицепа. Вот так вот. И сейчас я начну делать смывку. Смывка, в принципе, для такого цвета подойдет и коричневая, и черная. Но я все-таки буду делать черную, как самую универсальную. Принцип работы тут будет аналогичен, как и у других моделей. Поскольку у меня модель все-таки не глянцевая, она, конечно, чуть поблескивает, но не такой глянец, как все-таки хотелось бы.
Эта машина все-таки военная, и поэтому глянец тут не очень актуален будет. Я смачиваю поверхность white спиритом художественным, который у меня из ролика вы можете видеть. Чтобы было легче наносить смывку, чтобы она растекалась. И беру смывку от Tamiya. У меня запас еще есть этой смывки. И, кстати, тут у меня получилось больше, поэтому чуть-чуть подожду, пока он подсохнет. И вот по углублениям провожусь смывкой. Собственно, по рельефу кабины. Вот переднюю облицовку выделю. Тут она такая, грех ее не выделить. То есть такая яркая деталь, запоминающаяся у КАМАЗов. Собственно, это одна такая из визитных карточек КАМАЗа, по которой можно понять, что это КАМАЗ. Пройдусь по буквам, в том числе. И вокруг фар, и вот под вот этой вот выштамповкой. Да, я даже чуть-чуть сделаю поконтрастнее. Ну, примерно в таком духе я буду делать смывку на все модели оставшиеся. По факту тут две модели. Модель прицепа и модель самого КАМАЗа. Как смывка высохла, ну или даже не высохла, а подсохла, можно сказать, я начинаю ватной палочкой подбирать остатки смывки. Почему именно ватной палочкой? Потому что она не залезает в углубление. Единственный минус, она может оставлять волоски. Потом надо будет внимательно просмотреть модель на предмет остатка этих волосков. Потому что иногда вот за рельеф волоски цепляются. Ну и почаще менять ватные палочки. Благо, это не самый дорогой расходник в этом хобби. Если она вот так вот распушилась уже, можно смело ее заменять. Вот, в принципе, вот эта часть, можно сказать, зачищена. Желательно пальцами не трогать. Так, можно взять новую ватную палочку. И дальше подчищать. Главное не залезать на детали рельефа, чтобы не вымыть результат смывки. Настало время ставить стекло на свое место. Причем вообще на всех кабинах этих КАМАЗов есть такая проблема. Тут два штыря, которые в принципе должны помочь нам вставить стекло в свое место. При этом один штырь заходит легко, второй вот нифига не заходит. Поэтому я его чуть-чуть сделаю поуже. И это поможет мне избежать того, что я буду запихивать силой этот штырь в посадочное место. И он просто покорябает краску. Вот, причем стекло составляется... Опа! Смотрите, чуть-чуть есть царапинка. Да, вот это вот конструкционная не самая лучшая кабина у АВД. Поэтому пока все КАМАЗы я не сделаю, я буду с ним учиться. Да, и вот так вот у нас должно, по идее, стекло хорошо встать на свое место. Опять-таки напоминаю, что я использую клей для прозрачных деталей от фирмы Pacific 88. Есть аналог от фирмы Zip, продается на Озоне, стоит недорого. И зато не надо мучиться суперклеем. Потому что я знаю, что многие пытаются на суперклей клеить, что неверно для таких деталей. В принципе, если нету такого клея под рукой, большой натяжкой подойдет клей ПВА. Только не столярный, а вот именно офисный, то есть который именно белый. Потому что если будете клеить на столярный клей, то есть шанс, что он станет коричневым клей и не станет бесцветным. Потому что офисный, он именно бесцветный. В этом-то весь его плюс. Так, ставлю кабину, ставлю стекло в свое место. Опять надо попасть в пазы. И не заляпав пальцами еще, воткнуть. И не поцарапав краску, не сколов. Вот так вот. Щелчок. Все. Стекло на своем месте. И будет стоять, я надеюсь, всю жизнь этой модели. С задним стеклом все попроще.
потому что тут также я смазываю клеем посадочное место. Внутреннюю часть кабины я прокрасил в черный матовый цвет. Его не будет видно, но зато не будет проглядываться голый металл. Потому что, в принципе, частично отражает действительность. Заднее стекло намного все проще. В пазы надо попасть и чуть-чуть поднажать. Вот уже вставляется до щелчка. Во, есть. Все. Самое сложное было разобраться с ветровым стеклом. Остальные стекла должны пойти как по маслу. По идее. Но это не точно. Но опять же, если не пойдут, то можно пазы подрезать. То есть, как я это сделаю сейчас. То есть я подрежу вот этот паз, поскольку у меня торпеда уже на своем месте. И чтобы особо не эквилибрировать, подрежу вот этот паз. Так, это у меня стекло правое. Также я смачиваю клеем для прозрачных деталей. Хотя это стекло отлично встанет в распорку, на защелку. Но я просто лишний раз укреплю позицию. То есть я ставил торпеду, немножко я, по-моему, промахнулся по месту с торпедой. Всегда деталь торпеды можно снять. Потому что я напомню, что я так сделал исключительно для того, чтобы было больше шансов вставить кабину на деталь салона. Вот так вот я сделаю. О, даже не заляпал. Вау. Так, то же самое повторю со вторым стеклом. Так, ставлю клей и намечу место стыка. Поскольку я срезал паз, то чуть-чуть у меня есть свобода, есть степень свободы. Главное не заляпать все пальцами, потому что это будет проблемой потом. Так вот. Все намечил. Теперь чуть-чуть вдаем. Опа. И чуть-чуть я подсодрал краску. Вот тут вот видно. Ну, причем это краска на стекле. И чуть-чуть, если что, можно подрисовать. Уплотнитель уже на готовой кабине. Очень аккуратненько. Все, машина у меня будет грязная. Поэтому чуть-чуть почищу. И в целом... Кстати, даже вот эту сколу не очень-то и видно тут. Где у меня скол был. Да, вот это самый такой неприятный, опасный момент в работе над этой моделью. Теперь момент истины. Мне надо вот это соединить. Деталь салона со всей кабиной. Я очень боюсь всегда этого момента. Потому что тут может быть очень много косяков возникнуть. Да, вот видите, у меня уже скол есть на кабине небольшой. И вот тут вот. Ну, это ничего страшного, это я подкрашу. Либо запылю пигментами. Так, а кабина, кстати, встает очень легко. Очень легко же. Давай, вставай, кабина. Ну, есть или нет? Да, я убрал штырьки. Вообще, уберу штырьки. Потому что они мешают все-таки больше. Потому что я в них никогда попасть не могу. Не знаю, как это делают китайцы на заводах. У кого, может быть, есть опыт, как попасть в эти штырьки вот так филигранно. Не содрав краску по пути. Что вот я уже чуть-чуть пытался вставить, и все, и краска пошла своим путем. В общем, за кадром, используя нецензурную брань, усилия и несколько подгонов, я все-таки согнал детали салона в кабину. В общем, это очень сложно было. Теперь вторая часть балета — это накинуть кабину на раму.
Тут тоже есть куча приколов, потому что, опять же, тут все очень идет сильный натяг. Единственное, как можно это побороть, это я уберу так вот надфиль, аккуратно, не задев переднюю облицовку. Так отодвигаю штырь силой, чтобы кабина встала на этот штырь. Во. Не знаю, был ли я сейчас в кадре, потому что это очень сложно. Во, фух. Фух. Да, это было сложно. Ну, еще осталось кабину опустить. Потому что не будет такая вечно в понятом состоянии. Блин, еще пигментик. И, ну, есть. Есть же. Давай, давай. Есть. Кстати, интересно. Чуть-чуть даже запылил. Чуть-чуть даже запылил кабину. Так. Во, все. Кабина встала шикарно. Фух. Это было сложно. Да, самая сложная кабина в исполнении ТВД. Я вообще не понимаю, почему она такая неудачная. И то есть щели вот, между крылом и кабиной. Ну, я надеюсь, это будет наше такое допущение к модели. Все, модель, самое главное, кабина модели встала на свое место. Да, вот этого больше всего я боялся в работе с этой моделью, потому что там и краска может содраться, и вообще что угодно произойти. Ну, прям с минимальными потерями. Отдельный вид прикола с этой кабиной, с этой моделью, это вот этот грибочек воздухозаборника. Тут есть два штыря для того, чтобы поставить его на место. Но прикол в том, что два штыря никаким образом не соотносятся. То есть входит либо в один штырь, либо во второй штырь. И грибок чуть-чуть переразмерен, такое ощущение. То есть вопрос, какой штырь вставлять, а какой заклеивать, у меня так стоит всегда открытым. Если я сделаю вот так вот, ну, в принципе, будет нормально, кстати. Да, то есть второй штырь я срезаю. Так, чуть-чуть подчищу. И вот так его буду клеить на свое место. Это тоже вот прикол кабины, который я никак не могу понять. То есть я вот эту площадку смачиваю клеем, а вот этот штырь будет как бы основным направляющим. Блин, ну чем мерзок этот клей, тем то, что его очень легко уронить, если он в открытом положении. То есть вот так можно поставить, чуть-чуть вот так вот пнуть в процессе работы, и все, он весь вылился. У меня такое было. Да, конечно, кисточкой может быть и удобнее клеить, но вот пользоваться им неудобно. Нифига. О. Так, грибочек воздухозаборника стал на место. Теперь можно заняться дворниками. Я возьму фототравленные дворники, которые АВД дает в наборе. Тут очень просто все делается. Я беру так вот, я беру надфиль так до места стыка направляющей и самого дворника. И вот так чуть-чуть изгибаю. Все, и получается готовый дворник. Так чуть-чуть согнутый, как и надо. И осталось только взять кабину, примерить. Конечно, да, еще чуть-чуть надо согнуть. Конечно, в идеале бы под такие дворники зашпаклевать отверстие в кабине, но я не буду заморачиваться. Тем более он не так сильно бросается в глаза. Также беру свой супер чудо клей, который я очень боюсь разлить. Смазываю супер клеем. Да, естественно, такие детали надо держать в пинцете. В точности точно не хватит. Все, дворник. Я пытаюсь разместить прям по центру этого отверстия, чтобы в отверстие падала тень и было не так заметно. Со вторым дворником я делал то же самое. Я понимаю, что эта деталь называется правильно не дворник, а стеклоочиститель. А стекло не лобовое, а ветровое. Но уж простите, все-таки мы тут не научные работы пишем,
собираем модели из наборов. Поэтому считаю, такие вольности допустимы. Тут надо попасть еще, чтобы дворники были примерно одинаково. Хотя на реальных машинах они могут стоять и в разнобой. Вполне реально. Ищу стекла передних фар на кабине. Также беру клей для прозрачных деталей. Вот так вот их смачиваю. Беру сами стеклышки. Причем обратите внимание, что есть и рисунок у стеклышков. Горизонтальный и вертикальный, то есть. И, соответственно, размещаю ровненько. Вот так вот. Причем фары получаются прям живые. Мне прям нравится мачетовский маркер. Очень крутой. И вот такая модель у меня получилась. Результатом я очень доволен. В принципе, у меня получился такой образ, который я и хотел. То есть не слишком такой измученный жизнью грузовик, но при этом испачканный. То есть в реальных условиях жизни я его изобразил. При этом я не специально хотел делать эту модель под 23 февраля, так уж получилось. Но тем не менее, всех причастных я поздравляю с праздником. Кто занимается и занимался защитой Отечества, я всех искренне поздравляю с этим праздником. Я сам, хоть и не служил, но имею непосредственное отношение к этой теме. Я все-таки занимаюсь по своей основной работе наукой. И наука очень связана именно с оборонной отраслью, и поэтому меня тоже с 23 февраля. Так что, надеюсь, вы что-то получили интересное и полезное из этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне это очень приятно. Пишите комментарии, может, что непонятно там. Может, какую-то модель хотите, чтобы я разобрал и какие-то моменты. Так что увидимся в новом видео. Пока-пока.